Представьте на секунду, что абсолютно все, что мы знаем о собственной личности, это иллюзия. Звучит жутковато, правда? В этом разборе мы погружаемся в идеи, которые буквально способны перевернуть наше привычное представление о самих себе. Мы поговорим об учении Георгия Гурджиева. Оно до сих пор вызывает бурные споры, но при этом, знаете, пугающе точно описывает то, как мы живем сегодня. Так что приготовьтесь, мы собираемся бросить вызов самой основе того, что принято называть нашим «я». И вот фундаментальный тезис, с которого все начинается. Гурджиев заявлял прямо: обычный человек не обладает единым, постоянным «я». Мы просто машины, живущие в механическом сне наяву. Это агрессивно, это обескураживает, и это бьет точно в цель. Суть в том, что главная проблема человечества — это абсолютное непонимание собственного механического состояния. Нам кажется, что мы делаем осознанный выбор, а на деле просто слепо реагируем на внешние раздражители, как биологические автоматы. Окей, давайте посмотрим, как мы будем с этим разбираться. План такой. Сначала кратко выясним, кто вообще такой Гурджиев, затем разберем ту самую иллюзию «я», разберем 3 центра и концепцию 4-го пути, пройдемся по суровым практикам пробуждения и, наконец, узнаем, что такое постоянное «я». Итак, часть первая. Кто такой Гурджиев и почему его называют одним из самых спорных мистиков 20 века? В 1912 году этот армянско-греческий мыслитель внезапно объявляется в Москве и привозит с собой совершенно уникальную, ни на что не похожую систему. Если верить его книге «Встречи с замечательными людьми», эти знания он собирал буквально по крупицам во время долгих странствий — Ближний Восток, Центральная Азия, Тибет. Он рассказывал об обучении в суфийских братствах, в монастырях Афона и неких закрытых школах. Но тут нужно быть объективными. Современные историки относятся к этим историям с изрядной долей скепсиса. Многие считают эти странствия скорее такой гениальной литературной метафорой, авторским синтезом разных учений, а не строгим историческим фактом. Но знаете, независимо от того, откуда взялась эта система, отрицать ее мощь просто невозможно. Переходим ко второй части — иллюзия «я» и механическое состояние человечества. Гурджиев указывал на один пугающий факт. То, что мы привыкли считать своей цельной личностью, это на самом деле просто хаотичный набор временных субличностей, которые постоянно сменяют друг друга. Классический пример: утром кто-то твердо решает начать новую жизнь и заняться спортом, а вечером та же самая физическая оболочка сидит на диване с пачкой чипсов, вообще не вспоминая об утренних обещаниях. Гурджиев называл это состояние «сном наяву», и это, пожалуй, важнейший концепт для понимания всей его системы. Трагедия этого так называемого сна заключается в том, что субъективно человек на 100% уверен, что он бодрствует. Люди ходят на работу, строят отношения, принимают какие-то решения, но все это происходит на автопилоте, словно по нажатию кнопки. Человек даже не подозревает о своей механичности, именно потому, что глубоко спит. Часть 3. 3 центра и гармонизация нашей внутренней машины. Ведь чтобы проснуться, нужно сначала понять, как вообще устроена наша психика. По Гурджиеву у нас есть 3 основных центра. Интеллектуальный, то есть наше мышление, эмоциональный — это чувство, и двигательный или инстинктивный — наше тело. Так вот, у обычного человека они работают абсолютно хаотично и, что самое печальное, независимо друг от друга. Мысли крутятся сами по себе, эмоции вспыхивают отдельно, а тело просто реагирует на инстинктах. Поскольку эти центры разбалансированы и у них нет единого управляющего, мы постоянно сталкиваемся с жесточайшими внутренними противоречиями и зависим от любой, даже малейшей смены настроения. И вот как Гурджиев предлагал решать эту проблему. Исторически, по его словам, существовало 3 пути развития. Путь факера — это работа исключительно через тело. Путь монаха — работа через эмоции и веру. И путь йоги — работа через ум. Проблема в том, что все они развивают только один центр из 3 и требуют полного ухода от социума, в монастырь, в пещеру, куда угодно. Гурджиев же предложил альтернативу — 4-й путь. Его суть в том, что работа ведется над всеми 3 центрами одновременно, и что самое главное, это происходит прямо в гуще обычной повседневной жизни. Практик никуда не сбегает от мира, он использует саму рутину как тренажер. Часть 4. Практики пробуждения и разрушения автоматизма. Как же именно сломать этот глубоко укоренившийся сон? Для этого у Гурджиева был арсенал весьма, скажем так, суровых методов. Эти практики не просто набор упражнений, это последовательная эскалация. Они шаг за шагом атакуют механические привычки нашей психики. Давайте разберем каждый из этих шагов подробнее, потому что именно здесь скрыта вся механика внутренней трансформации. Шаг 1 — это самовоспоминание. Звучит вроде бы просто, да? Но на практике это невероятно сложно.
В обычном состоянии мы полностью поглощены тем, что делаем. Взгляд прикован к экрану, но мы не осознаем себя в этот самый момент. Самовоспоминание требует разделить внимание пополам. Одна часть направлена на внешний мир, а вторая строго на факт собственного присутствия здесь и сейчас. Гурджиев подчеркивал, что обычный человек не способен удержать такое двойное внимание даже на пару секунд. Оно неминуемо схлопывается обратно в привычный автоматизм. Шаг второй — знаменитая техника «стоп». Представьте себе ситуацию: кто-то идет, оживленно говорит или ест, и вдруг раздается резкая команда «Стоп!». Человек должен мгновенно замереть, ровно в той позе, в которой его застал голос, даже если это крайне неудобно или нелепо. Цель этой практики — в моменте разорвать физическую инерцию. Это позволяет напрямую наблюдать, как отчаянно тело и ум сопротивляются и жаждут вернуться в свой комфортный механический режим. Шаг третий — священные танцы, или, как их еще называют, гурджиевские движения. И нет, это вообще не про эстетику или искусство, это сугубо практический инструмент. Просто представьте хореографию, где ваши руки двигаются в одном сложном ритме, ноги совершенно в другом, а вслух при этом нужно считать в третьем. Такая хореография физически блокирует любую возможность двигаться на автопилоте. Она требует стопроцентного тотального присутствия во всех 3 центрах одновременно. Шаг четвертый — намеренное страдание и сверхусилие. Человеческая психика по своей природе всегда ищет путь наименьшего сопротивления, правда же? Мы избегаем дискомфорта любой ценой. Гурджиев считал, что обычные усилия абсолютно бесполезны, потому что они все равно вписываются в нашу механичность. Чтобы проснуться, нужно сделать шаг далеко за пределы комфорта. Совершить сверхусилие именно тогда, когда тело и ум буквально кричат «хватит». Только такой сознательный разрыв привычных шаблонов дает шанс на проблеск настоящего сознания. Но есть одно важнейшее условие. Все это просто невозможно проделать в одиночку. Изолированный человек слишком слеп к своим собственным автоматизмам, он их просто не замечает. Нужна группа и опытный учитель. Они служат зеркалом и создают то самое необходимое трение. Кстати, интересный факт. Чтобы математически описать процессы трансформации в таких группах, Гурджиев впервые принес на Запад символ энеограммы. И обратите внимание, изначально это была строгая геометрическая модель изменений, а не популярный сегодня тест на 9 типов личности, который появился гораздо позже. И, наконец, пятая часть — обретение постоянного «я» и кристаллизация души. Ради чего вообще нужны все эти изнурительные сверхусилия? А результаты этой работы обещаются поистине масштабные. Конечная цель — полностью заменить хаос случайных внутренних голосов на прочную непоколебимую структуру. Гурджиев называл этот процесс кристаллизацией. Человек буквально обретает иммунитет к давлению внешних обстоятельств и чужому влиянию. Более того, речь идет о буквальном выращивании души. Да-да, по Гурджиеву бессмертная душа не дается нам просто по факту рождения. Это лишь потенциал, и без титанической внутренней работы этот потенциал просто распадается после смерти физического тела. Но прежде чем мы закончим, давайте посмотрим на это учение объективно и взвесим обе стороны медали. С одной стороны, нельзя не заметить поразительное сходство идей Гурджиева с современной когнитивной психологией и светской осознанностью, тем самым mindfulness. Техники работы с вниманием действительно эффективны. С другой стороны, историки и исследователи, такие как Джеймс Уэбб, часто подвергали методы Гурджиева жесткой критике. Речь идет об авторитарном стиле руководства и возможных психологических манипуляциях внутри его групп. И здесь очень важно уметь отделять практическую пользу инструментов самонаблюдения от громких метафизических заявлений и весьма неоднозначной истории самого основателя. И это блестяще иллюстрирует главный парадокс 4-го пути. Знаете, вот этот вопрос действительно заставляет задуматься. Если то, что мы привыкли называть цельной личностью и душой, это не какой-то базовый подарок природы, а результат невероятного, осознанного, каждодневного сверхусилия, то кто же управляет нашей жизнью прямо в эту секунду? Истинная личность или просто набор механических привычек, беспробудно спящих наяву? Оставляем эту мысль вам для размышлений. Увидимся в следующем разборе.